Всем привет, друзья! Это обзор вот этого замечательного телевизора, который называется Supra STV LC40 2000F, господи, что за название, который я купил на AliExpress в разделе Tmall. Давайте начинать. В обзоре мы пройдемся по следующим категориям. Первое — это цена, доставка. Второе — габариты и комплектация. Третье — характеристики, разъемы. Четвертое — настройки телевизора. Пятое — Smart TV. Шестое — какие-то особенности этого телевизора. Ну и в конце сделаем вывод о том, стоит ли покупать этот телевизор или нет. Магия монтажа. Итак, начнем, пожалуй, с первого и самого главного, это, конечно же, цена. Мы покупали этот телевизор в 20-х числах декабря 2018 года перед Новым годом, и тогда на AliExpress в Tmall он стоил 15 750 рублей. На момент записи этого видео телевизор немного подешевел и стоит 15 500 рублей. Доставка в самый жаркий предновогодний период, можно сказать, за неделю до Нового года заняла всего лишь 4 дня. Хотя, если честно, я думал, что телевизор уже придет с опозданием после Нового года, но конкретно служба доставки Tmall, а именно DPD Санкт-Петербург, не опоздала, за что им большой респект. В день доставки к вам приходит сообщение о том, что с 9 до 18 вечера к вам приедет курьер и позвонит за полчаса. Что не очень удобно на самом деле, если вы не можете уйти с работы, но если что, по телефону с курьером можно договориться и скорректировать время. Доставка осуществляется до двери вашего дома, то есть идти никуда не нужно. Плавненько переходим к габаритам и комплектации. Диагональ телевизора составляет 40 дюймов. Если перевести на человеческие сантиметры, то это приблизительно 102 сантиметра. В ширину сама панель будет 90,5 см, высота составляет 52,5 см и ширина телевизора в самой толстой точке равняется 7 см, где находится вся начинка. Самая тонкая верхняя часть телевизора равняется приблизительно 3 см. Наверное, вы могли заметить, что у нас телевизор висит на стене, однако кронштейн, который держит сам телевизор, в комплекте не идет, придется докупать самим, это примерно 1000 или 1500 рублей. Из комплектации вас будет ждать сама панель телевизора, пульт, сделанный из пластика, в общем-то самый обыкновенный, а также ножки, чтобы телевизор мог стоять. На этом по комплектации все, ничего сверхъестественного, например, HDMI кабель в комплекте не идет ради сохранения низкой цены. Теперь пройдемся по характеристикам и разъемам, которые есть в этом телевизоре. Итак, разрешение матрицы составляет Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей. Тип матрицы LED, классика. В телевизоре установлены два динамика мощностью по 8 Вт каждый. Соотношение сторон составляет 16 к 9. При просмотре большинства контента черных полос по сторонам не будет. Для большинства этой информации достаточно, но если вам мало, то яркость равняется 300 кандел на метр квадратный, контрастность составляет 120 тысяч к 1, время отклика 7 миллисекунд и угол обзора составляет 178 градусов по заявлению производителя. Я, конечно же, точно не мерил, потому что кто смотрит телевизор под таким углом. А теперь пройдемся по разъемам. В телевизоре есть 3 HDMI, 2 обычных USB, аудио и видео вход, разъем для наушников, а также порт Ethernet, но он вам не понадобится, потому что в телевизоре есть Wi-Fi модуль для работы Smart TV, но об этом чуть-чуть попозже. По расположению разъемов. Из самого важного на левом боку располагается 2 обычных USB и 1 HDMI, а также вход для антенны. Все остальное находится снизу, что не очень удобно на самом деле, если остальные разъемы вам понадобятся. Посмотрим на настройки. Вы можете регулировать такие показатели, как изображение, звук, блокировка телевизора от детей, например, а также спящий режим. В настройках изображения и звука уже установлены готовые шаблоны, которые вы можете менять по вашему вкусу, а также если что-то не нравится, можете настроить собственный режим. Кстати, в пользовательских настройках можно установить другое соотношение сторон для изображения на телевизоре. Также можно изменять расположение списков каналов. Я еле разобрался на самом деле, когда заходите в меню каналов, нужно нажать на кнопку меню еще раз. Там можно либо изменить расположение канала в списке, либо вообще его удалить, если он вам не нужен. Ну а если вы любитель менять настройки изображения, то можно не идти каждый раз в настройки, а быстро менять пресеты с помощью пульта. Поговорим о Smart TV. Для того, чтобы к нему перейти, нужно нажать на кнопку Home на пульте. В качестве Smart TV на телевизоре установлен Android версии 4.4.4. Из настроек можно только изменить сеть Wi-Fi, поменять время и изменить язык с клавиатурой, если вы хотите установить еще одну помимо системной. В основном меню есть следующие разделы: браузер, магазин приложений, их управление, меню установленных приложений, воспроизведение мультимедиа, а также изменение источников воспроизведения, например TV, AV, HDMI или VGA.
По поводу магазина приложений. Это полный провал. Вы не найдете здесь абсолютно ничего полезного. Вы зайдете туда только один раз, чтобы скачать приложение YouTube. Больше туда заходить просто незачем. Можете, конечно, попробовать скачать какую-нибудь игру, но я думаю, что ваше времяпрепровождение и психика вам дороже, чем игра в дешевую китайскую казуалку на телевизоре. Однако провальный магазин приложений — это не беда. Можно устанавливать по-настоящему полезные и нужные приложения через флешку с помощью APK файлов. У нас же все-таки Android. Я крайне рекомендую установить HD видеобокс на телевизор. Про него, кстати, есть отдельный ролик на канале, чтобы долго не разглагольствовать насчет возможностей приложения, посмотрите его. Ссылка будет в описании и всплывашка также выскочит. Если кратко, то с помощью этого приложения вы сможете смотреть любые фильмы, сериалы, мультфильм и вообще все, что захотите. Просто находите нужный фильм и смотрите. Гениально просто. Также для воспроизведения фильмов вам понадобится приложение MX Player. Все необходимые файлы я оставлю у себя в телеграм-канале, ссылка на пост с файлами будет в описании. Скачивайте их на флешку, заходите в управление приложениями и устанавливайте. Все довольно-таки просто. На этом, собственно, вся прелесть Smart TV для этого телевизора заканчивается. Основной плюс так это то, что можно устанавливать по-настоящему полезные приложения, например, HD видеобокс для просмотра фильмов и сериалов. Переходим к особенностям этого телевизора. Сейчас, я думаю, будет большое разочарование для многих, как и для меня. На этом телевизоре нет Google Cast, при том, что там установлен Smart TV с Android. То есть вы не сможете по воздуху транслировать ролики с YouTube или того же HD видеобокс на телевизор прямо со смартфона. Я не понимаю, почему это не завезли, ведь это очень крутая функция. Скорее всего, просто не хотели платить Гуглу дополнительные деньги за сертификацию. Собственно, поэтому такой большой акцент я сделал именно на приложениях. Однако, если у вас iPhone или iPad, то вы можете транслировать хотя бы YouTube, потому что телевизор поддерживает AirPlay. Я вообще офигел, когда узнал, нет Google Cast, зато присутствует AirPlay. Конкретно в нашем случае это хоть как-то выручило, потому что телевизором пользуется человек, у которого iPhone, но если у вас Android смартфон, то ничего транслировать со смартфона на телевизор вы не сможете, придется докупать Chromecast. Подробный обзор на Chromecast, кстати, на этом канале я уже делал, сейчас всплывет всплывашка в правом верхнем окне, можете посмотреть, что это такое и для чего это нужно. Выводы. Если вам нужен просто неплохой телевизор за адекватные деньги и с разрешением Full HD, то я бы все-таки рекомендовал остановиться на других моделях на том же AliExpress в разделе Tmall. Там есть модели на пару тысяч дешевле с такими же характеристиками, но без Smart TV. Конкретно этот телевизор мы брали с упором на то, что тут есть Smart TV, я знал, что там есть Android и думал, что там будет Google Cast, то есть киллер фича, можно сказать, берешь телефон и стримишь оттуда YouTube, фильмы, все что угодно. За это и была переплата в пару тысяч рублей, однако, как видите, вместо Google Cast мы получили AirPlay. Непонятно как вообще. И если вы пользуетесь iPhone, либо у вас есть iPad, то можно хотя бы ютубчик стримить на телевизор в 2 клика через AirPlay. Если вы пользуетесь Android смартфоном, то никак. Только через приложение на телевизоре. Что в свою очередь не очень удобно, потому что управление приложениями через пульт занимает достаточно много времени. И конечно же, если бы я знал об этой специфике, что на этом телевизоре со Smart TV нет Google Cast, то я бы просто купил модель подешевле за 12-13 тысяч, также с Full HD, но без Smart TV, докупил бы к нему в придачу Chromecast за 1500-2000 и телевизором было бы пользоваться намного удобнее. Вот такой вот обзор телевизора Supra под моделькой STV LC40 ST2000F, господи, раза с 10-го выговорил. Supra STV LC40, Supra STV LC40F 2000, Supra STV, Supra STV LC, Supra под моделью STV40, Supra под моделью STV, Supra модель, например, называется STV LC40F. И если этот телевизор вас как-то заинтересовал, то ссылку на Tmall, где мы покупали этот телевизор, я оставлю в описании. Также я оставлю еще пару моделей, которые бы я купил вместо этого телевизора, где нет Smart TV, и если вы хотите докупить просто Chromecast. Также, если вы собираетесь покупать телевизор, либо любую другую технику на AliExpress, не забывайте пользоваться кэшбэком, потому что деньги за продвижение товара уже заложены в него, и вы просто можете их вернуть с помощью кэшбэк-сервиса. Ссылку на регистрацию в кэшбэк-сервисе, который я рекомендую и пользуюсь уже много лет, я оставлю в нижней части описания. Если у вас остались какие-то вопросы по работе телевизора, либо каких-то других его функций, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. Ну а у меня на этом все. Пользуйтесь хорошей техникой. Всем удачи, всем пока.